Привет, армия. Чингук и Тэхён из BTS были удивлены, когда Джин преподнес поклонникам сладкий сюрприз на второй день концерта в Далласе. 23 июля 2025 года станет вечером, который никто из присутствовавших в American Airlines Center в Далласе никогда не забудет. Тот вечер был не только о музыке, не только о грандиозной сцене или сверкающих огнях. Он был о любви, о долгожданном воссоединении, о звезде, вновь ярко засиявшей после 2 лет молчания. Ким Сак Джин, всемирно известный красавец, наконец вернулся, приветствуя мир голосом и улыбкой, которых так не хватало, приветствуя тысячи сердец, которые преданно ждали его 2 томительных года. Этот концерт был частью Jin The Astronaut Live Tour, его первого сольного тура после завершения службы в армии в июне, и Даллас стал свидетелем возвращения Джина, который не просто присутствовал, но пришел с более ярким, глубоким, более трогательным светом. С рассвета пространство вокруг арены заполнилось тысячами армий со всего мира. Они пришли, неся свою тоску, одетые в белый и фиолетовый мерч, фирменные цвета Джина. Неся баннеры с надписью «Siak Jin Dallas Day 2», гигантские плакаты и море лайтстиков, готовых вспыхнуть. Некоторые фанаты обнимали друг друга, проливая слезы, не в силах поверить, что день, которого они ждали 2 года, наконец наступил. Для многих из них это был не просто концерт, это была встреча с человеком, который наполнил их одинокие дни песнями и надеждой. Ровно в 7 часов вечера по местному времени вся арена затаила дыхание, свет медленно погас, и когда заиграла вступительная музыка, раздался громовой крик, под мягким белым светом появился Джин, одетый в мерцающий белый атласный костюм и элегантную кружевную рубашку. Его шаги были спокойными, улыбка едва заметной, но от него исходила такая теплая аура, он был похож на принца из сказки, но более реального, более человечного. Первой песней стала «The Astronaut», дебютная сольная песня Джина, которая теперь звучала гораздо эмоциональнее, чем когда-либо прежде. Каждый куплет передавал глубокую тоску, безмолвную борьбу и неугасаемую любовь. Голос Джина лился спокойно, полный эмоций, пронзая сердце каждого слушателя. А когда песня закончилась, многие поклонники не смогли сдержать слез. Тот, кого они так долго не замечали, теперь стоял прямо перед ними. Джин приветствовал фанатов искренней улыбкой и глазами, полными слез. «Даллас, спасибо, что пришли сегодня. Это словно сон вернуться и увидеть вас всех», — сказал он по-английски, встреченный восторженными возгласами со всех уголков арены. Он продолжил по-корейски: «Я так скучал по вам всем, сегодня я выложусь на полную, так что давайте веселиться вместе». Его слова были простыми, но глубоко трогательными, ведь за этим мягким голосом скрывалась долгая история тоски и скрытого страха. Концерт продолжился серией сольных песен Джина и несколькими песнями BTS, все исполненными в фирменном стиле Джина, эмоциональном, элегантном и трогательном. Когда началось фортепианное вступление к «Эпифани», атмосфера внезапно затихла. Джин сидел перед белым роялем, освещенным единственным прожектором, его лицо было хрупким, но сильным, а голос словно шел откуда-то из глубины души. Руэйк был исполнен, вызвал море слез, ведь каждая строчка — это история сомнений, несовершенства и, в конечном счете, принятия себя. Но Джин не просто вызывал слезы, он также вызывал смех и радость. Когда заиграла «Супер Туна», Джин появился в светло-голубых джинсах и белой панаме, зажигательно танцуя, заставляя весь зал улыбаться и смеяться. Сам Джин смеялся, когда ARMY имитировали его культовый прием с удочкой. Этот простой момент был наполнен смыслом и радостью. Самый трогательный момент вечера наступил, когда Джин на мгновение остановил концерт, открыв свое сердце поклонникам. «Последние 2 года я много думал, я боялся, что вы забудете меня, но вы все еще были рядом, вы ждали меня, и благодаря этому я могу стоять здесь сегодня». Эти слова были произнесены тихим голосом, со слезами на глазах, а из разных уголков зала раздались крики: «Мы никогда не забудем тебя, Джин. Мы всегда будем ждать». Джин опустил голову, вытер слезы и улыбнулся. «Спасибо, я вас всех люблю», — сказал он. Затем, словно эмоций было недостаточно, Джин преподнес сюрприз — анонс новой песни. Рок-баллада, которую он написал специально для этого тура, жанр, который он всегда хотел попробовать. Армия ликовала, они даже прыгали от радости, а когда Джин впервые спел эту песню в тот вечер, все замолчали. Песня была полна энергии, но и щемящей. Голос Джина звучал гулко.
он был эмоциональным, он трогал до глубины души каждого, кто ее слышал, он был не просто вокалистом, он был рассказчиком. Начался бис. Джин вернулся в черной футболке с названием тура и рваных джинсах. Его выступление было простым, но при этом более реальным, более теплым. Трнайт и Эберс были исполнены в тишине. Джин закрыл глаза, пел от всего сердца, и публика подпевала ему каждый куплет, словно молитву под далласским небом. Перед финальной песней Джин сказал: «Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Спасибо, что ждали меня. Обещаю, что всегда буду Джином, которым вы сможете гордиться». Заиграла «Yours». Это была заключительная песня, это было объятие, это было обещание, что Джин всегда будет рядом. Он низко поклонился, глаза его наполнились слезами, и помахал рукой всему залу: «Даллас, я так сильно тебя люблю, увидимся снова». Американские СМИ встретили выступление Джина с похвалой, назвав его солистом с душой звезды и чутким сердцем. Хештеги «Решетка Джининдаулсди2» и «Решетка Тхьястранаю Таур» стали трендами в Твиттере, Инстаграме и ТикТоке. Концертные видео стали вирусными, слезы фанатов свидетельствовали о том, как сильно мир скучает по Джину, и как сильно Джин тоже скучает по миру. Этот концерт был не просто музыкальным представлением, это был праздник любви, преданности и силы упорства. Джин доказал, что он не просто артист, он был светом для многих. Мир наконец-то обрел своего Джина обратно, и на этот раз его свет сиял ярче, чем когда-либо. И как раз когда этот невероятный вечер, казалось, достигал своей кульминации, неожиданный момент приковал внимание всего зала. Из-за кулис вышли Чингук и Тэхён, став рядом с Джином со слезами на глазах. Они пришли не просто посмотреть, а отдать дань уважения брату. Но самым трогательным моментом стало то, что в конце выступления на бис Джин неожиданно вручил Стаффу небольшую белую коробочку и попросил поделиться ею с первым рядом. Что же было внутри? Кулон в форме звезды с инициалом J, специально разработанный им, личный подарок для армии, присутствовавших в тот вечер. Чингук и Тэхён выглядели ошеломленными, камера запечатлела смешанные выражения их лиц, смесь гордости, волнения и благоговения. Чингук даже похлопал себя по груди, казалось, не находя слов, а Тэхён смотрел на Джина с мягкой, многозначительной улыбкой. И когда три звезды BTS стояли вместе на сцене, в свете прожекторов, стало ясно одно. Это был не просто концерт. Это был вечер воссоединения семьи, разлученной временем и расстоянием, в присутствии тех, кто любил их больше всего. В тот вечер Даллас стал свидетелем не только камбэка Джина, но и непоколебимой любви между участниками BTS и их поклонниками. И, возможно, на мгновение мир замер, став свидетелем волшебства, которое могут сотворить только BTS.